Сегодня мы разберем, как связать MetaTrader 5 с Python через ZeroMQ, чтобы передавать данные, например, бары или тики для анализа или машинного обучения. Я объясню простым языком, что такое ZeroMQ, какие есть другие способы сделать то же самое, что лучше и хуже, какие проблемы возникли с библиотекой в свежем билде MT5, как их решал, и подробно расскажу про готовую альтернативу от Darwinex, чтобы вы не мучились с настройкой. Начнем. Всем привет, с вами снова Евгений. Итак, что такое ZeroMQ? ZeroMQ — это библиотека, которая помогает программам обмениваться данными быстро и надежно. Представьте, ваш советник в MT5 собирает цены, открытие, закрытие, объем и отправляет их в Python, чтобы, например, прогнать через нейросеть или построить графики. ZeroMQ — это как курьер, который доставляет данные между MT5 и Python без задержек. Он работает через TCP или локальное IPC, поддерживает разные схемы, например, push-pull — это когда MT5 шлет данные, а Python их принимает, или rec-rep запрос-ответ как чат. Почему ZeroMQ популярен в трейдинге? MT5 сам по себе не тянет сложные расчеты. MQL5 медленнее Python с его библиотеками вроде Pandas или NumPy. ZeroMQ позволяет передать тяжелую работу Python, а MT5 просто собирает тики или бары. Это быстро. Задержка доли миллисекунды, если все на одном компе. В MT5 это работает через DLL, библиотеку libzmq DLL, а в коде советника достаточно написать «создаем сокет», подключаемся к адресу, например, TCP localhost 12345 и шлем данные. Какие есть альтернативы? ZeroMQ — это не единственный способ связать MT5 и Python. Давайте разберем другие варианты, их плюсы и минусы. Во-первых, это собственные сокеты MT5. В MQL5 есть функции Socket Create и Socket Connect для работы по TCP или UDP. Плюсы — не нужна внешняя библиотека, все встроено в MT5 и проще компиляция. Минусы — писать больше кода для обработки сообщений, и это медленнее, чем ZeroMQ. Задержка может быть в 10, а то и 20 раз больше, особенно для частых тиков. Подходит для простых задач, но для реального времени не то. Второе — WebSocket или HTTP. Можно использовать WebRequest с MQL5 или библиотеки WebSocket с MQL5.com. Python в этом случае поднимает сервер на Flask или FastAPI. Плюсы — просто настраивать не нужна DLL. Минусы — HTTP добавляет лишние задержки из заголовков и рукопожатий, 5-10 раз медленнее ZeroMQ. Хороший вариант для редких данных, например, дневных баров, но для real-time слабовато. Третье — это очереди сообщений вроде RabbitMQ или Kafka. Это мощные системы для передачи данных. Плюсы — надежные, поддерживают большие объемы, сохраняют сообщения, если что-то упало. Минусы — своя DLL нужна, настройки сложнее, чем у ZeroMQ, а для простых задач это как стрелять из пушки по воробьям. Ну и плюс медленнее в 2-3 раза. И четвертое — это файлы или named pipes. Можно писать данные файлы, а Python их читает. Плюсы — просто без сетей. Минусы — жутко медленно. До 100 раз хуже, чем ZeroMQ. Плюс проблемы с блокировками файлов. Подходит только для тестов или редких данных. ZeroMQ выигрывает по скорости и гибкости, идеально для передачи тиков или баров в реальном времени. Но есть минус, нужна DLL. А в новых билдах MT5 проблемы с компиляцией, о чем мы поговорим дальше. Ну а теперь о проблемах и их решении. Я использовал библиотеку ZeroMQ от DinMouthWho на GitHub. Она старая, 2017 года, но популярная. В свежем билде MT5 5260 от сентября 2025 года она не компилировалась, куча ошибок. Почему? MetaTrader усилил проверку типов. Раньше мелкие несовпадения в коде, например, char вместо uchar, были просто предупреждениями. Теперь это ошибки. Плюс MT5 запретил указатели в пользовательском коде, а библиотека их использовала. Основные проблемы следующие. В файлах Z85, Socket Option, Socket и ZMQ-MSG были ошибки из-за типов char, знаковый байт, и uchar беззнаковый. MT5 требует uchar для UTF-8 строк, но DLL ZeroMQ хочет char для имен свойств, например, content type. Функции вроде string to UTF-8 передавали uchar, а DLL ждала char, и возникал конфликт типов. Указатели в getData, setData ломали код, MT5 их не любит, и отсутствие нужных инклюдов в ZMQ, Classic Context и Socket не находились. Как я это фиксил все? В Z85 MQH и Socket Options MQH заменил char на uchar для строк и данных. Socket MQH для Bin Connect использовал uchar для адресов копирования данных через RTL Move Memory вместо указателей. ZMQ MSG MQH для функции meta добавил временный
char массив, конвертируя строку через string to char array с кодировкой UTF-8, чтобы DLL корректно приняла имя свойства. ZMQ MQH добавил include для контекста MQH и ZMQ MSG MQH, чтобы классы контекст и socket были видны в советнике. В Native MQH проверил define x64 для 64-битной совместимости. Это решило 26 ошибок, включая unexpected token, undeclared identifier и parameter conversion. Теперь код компилируется чисто, и советник шлет данные в Python без проблем. Есть, конечно, альтернатива, если возиться с патчами надоело, есть готовое решение Fork Darwinx DWX ZeroMQ Connector. На GitHub можно скачать версию 2.0.1 от 2024 года. Это обертка для MT4, MT5 и Python, изначально для доступа к ликвидности Darwinx, но подходит для любых задач, где нужно связать MT5 с Python. Почему это круто? Уже пропатчено под MT5 билды 52.2.0 и выше. Все проблемы с QChar и типами данных они решены. На стороне MT5 готовый советник, который настраивает ZeroMQ сокеты push, pull, rec, rep. На стороне Python класс DWX ZeroMQ Connector, который упрощает подключение через PyZMQ. Поддерживает не только передачу баров, но и ордера, исторические данные, исполнение сделок. Работает сразу, скачал, положил файлы, запустил без ручного патчинга. Минусы, очевидно, тоже есть. Во-первых, чуть больше накладных расходов, чем у чистого ZeroMQ. Обертка добавляет где-то 1-2 миллисекунды задержки. Заточено все это дело под API Darwinx, но легко адаптировать под свои задачи, просто поменять формат сообщений. Как это дело установить? Ну вот краткий гайд. Сразу скажу, я не устанавливал, просто прочитал по этому. Сам я пользуюсь ZeroMQ. Заходите на GitHub, находите Darwinx ZeroMQ Connector, скачиваете zip, ссылку я приложил в описании. В MT5 вот эта вот папка копируется в эксперты, в DLL, в libraries. Если ошибка 126, то кидайте в C, Windows и System32. Python, ставите pip install pyzmq, копируете DWX ZeroMQ Connector Py из архива. Запускаете советника в MT5, порт по умолчанию 32768, адрес TCP 32768. В Python создаете объект con равный DWX ZeroMQ Connector и шлете, принимаете данные. Например, в советнике ставите push socket, шлете бары как JSON. Python через pool получает их, парсит через pandas, работает сразу без мучений с компиляцией. Если нужен high frequency trading, то есть высокочастотный трейдинг, то используйте оригинал с патчами для простоты Darwinx, хотя на мой взгляд совсем не проще. Теперь покажу, как настраивается ZeroMQ, чтобы ваш советник мог отправлять данные, например, бары или тики в Python. Мы разберем, почему данные могут идти даже без правильных настроек, как их настроить, чтобы все работало стабильно, и что делать, если что-то пошло не так. Это важно, если вы используете ZeroMQ для алготрейдинга, как в моем случае. Мост для передачи баров, EURUSD или USD GPI на Python через порт 1, 2, 3, 4, 5. Поехали. Во-первых, скачайте исправленные мной файлы ZeroMQ из телеграм-канала. Далее их нужно разархивировать и поместить в каталог данных нашего терминала. Вообще их нужно располагать вроде как просто в libraries и includes. Но когда я только в includes папки целиком положил, то при компиляции MT5 ругался. Поэтому я дополнительно достал файлы еще и в корень includes, стало все ок. В libraries я также достал из папки MT5 файлы в корень libraries, 2 файла. Итак, у нас есть советник в MT5, который использует библиотеку ZeroMQ для отправки данных на Python. В моем коде советник подключается к адресу localhost 12345 и шлет бары в формате CSV. Python скрипт слушает этот порт и сохраняет данные в файл. Но чтобы все работало без сбоев, нужно правильно настроить MetaTrader 5. Без этого MT5 может заблокировать соединение, особенно в новых версиях, таких как Build 5260. Теперь включаем поддержку DLL. ZeroMQ работает через внешнюю библиотеку libzmq DLL, без нее ничего не запустится. В MetaTrader заходим в сервис, настройки, советники или нажимаем просто Ctrl-O и выбираем вкладку советники. Ставим галочку Allow DLL Import. Это обязательно, потому что наш советник использует функции из DLL для связи с Python. Если галочка не стоит, MT5 просто не даст запустить сокет, и вы увидите ошибку вроде DLL not allowed в журнале. Здесь справка на то, что вы можете ставить эту разрешительную галочку на каждого конкретного бота, когда перетаскиваете его на график.
Без этой галочки ничего просто не запустится. Это работает, но лучше включить глобально, чтобы не возиться с каждым советником отдельно. Так что ставим галку и идем дальше. Дальше мы разрешаем сетевые соединения. Наш советник подключается к localhost 12345. Это локальный адрес и порт, где Python принимает данные. Но MT5 строго проверяет все сетевые соединения, даже локальные. В той же вкладке «Советники» ставим галочку «Разрешить web-request» для следующих URL. И в поле ввода добавляем адрес localhost 12345. Важно, пишем без TCP, просто host, порт, то есть localhost, двоеточие 12345. Если ваш Python скрипт на другом компьютере, например с IP 192.168.1.100, то добавьте его в виде 192.168.1.100, двоеточие 12345. Если не сработало, как у меня, то нужно прописать прямо IP целиком. Почему это нужно? MetaTrader, начиная с новых билдов, блокирует любые неподтвержденные соединения. Без адреса в списке вы можете получить ошибку SS Denied в журнале MT5. У меня данные шли даже без этого, потому что localhost иногда пропускается для локальных соединений, особенно если советник клиент, а не сервер. Но это ненадежно. В следующем обновлении MT5, например, какой-нибудь build 53.2.0, могут ужесточить правила и все сломается. Так что добавьте localhost 12345 прямо сейчас, чтобы застраховаться. Теперь проверяем, что все работает. После настройки нажимаем ОК, перезапускаем советник или терминал. В журнале MT5 должно появиться сообщение, например, ZeroMQ подключен к localhost 12345. Это значит, что советник успешно соединился с Python скриптом. Если вы видите ошибку вроде access denied, то проверьте, добавлен ли адрес в список. Если ошибка DLL error 126, убедитесь, что файлы libzmq DLL и libsodium DLL лежат в папке MQL5 libraries или в C Windows System 32. Мне хватило и того, что все в libraries. Что делать, если данные не доходят? Если все настроено, но Python не получает данные, вот чек-лист. Проверьте порт. В моем коде это 1, 2, 3, 4, 5. Убедитесь, что он совпадает в советнике и Python скрипте. Если порт занят, например, другой программой, то смените его на 5555 или другой свободный. Windows можно проверить командой netstat-an и так далее. Сейчас видите на мониторе у себя в командной строке это все. Запустите Python скрипт первым, чтобы он начал слушать порт до старта советника. Если Python на другом компьютере, то замените localhost на IP, например, 192.168.1.100, двоеточие 1.345, и обновите настройки в MT5. Для теста добавьте советник вывод print отправлено, запятая message. В Python должно прийти что-то вроде получено евро USD 2025 0911 и стоимость. Настройка ZeroMQ в MT5 это по сути два шага. Включаем DLL в настройках и добавляем адрес, например, localhost 1.345. Список разрешенных. Это занимает минуту, но спасает от головной боли с блокировкой. Если используете другой порт или адрес, просто укажите его в настройках. Теперь ваш советник будет стабильно слать данные в Python, а вы сможете строить графики, анализировать рынок или запускать нейросеть. Все. Итог: ZeroMQ – лучший выбор для быстрого обмена данными между MT5 и Python. Скорость, гибкость, минимум задержек, но в новых билдах MT5 нужна возня с патчами за строгих типов и DLL. Если хотите готовое решение, берите Darwinx, оно уже настроено под свежей версией. И ссылки в описании. Если ролик помог, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментариях ваши вопросы по ZeroMQ или другим мостам для MT5. До встречи в следующем видео.